Всем привет! В этом видео показываю, как делала вот такие настольные часики. Можно сделать в подарок кому-то на Новый год или на день рождения, а можно порадовать себя новым декором. Я их делала просто, что называется, с нуля, делала себе заготовку, но такую заготовку можно приобрести в любом хоббийном магазине. Кстати, я в этот период еще делала много чего интересного. Вон вы видите буковки хом, кувшинчик, шкатулочку. Видео пока на монтаже. После монтажа обязательно добавлю в описание. Поэтому подписывайтесь. Если интересно, то ждите новые видео. Получилась у меня такая заготовочка. Просверлила дырочку и начну уже часовой механизм. Посмотрела, что прекрасно, хорошо входит. Вот. Так. И такие золотые стрелочки. Подготовила карту, печатаю сама. Это рисовая бумага, по-моему, купила в магазине для художников. Вот, прекрасно на ней печатается. Единственное, что я сейчас с ней сделаю, чтобы она лучше, как сказать, она как-то иногда бывает размокает. И я на всякий случай ее заранее пройду обычным дешевым лаком для волос. Вот. Слегка смочу ее лаком и оставлю высыхать. Пока мы будем готовить нашу заготовочку. Я ее пошкурила. И теперь нам остается ее загрунтовать. Вот. Буду грунтовать сразу. У меня такое ведро, здоровая краска Люксенс. Насколько я знаю, это краски Леруа. Специальные такие подставочки, чтобы надо не было красить. Чего-то осталось дерево. Первый слой подсох. Вот я сейчас сошкурю. Не помню, говорила, что я храню кисти с краской в таких маленьких пакетиках. Не выбрасываю, когда беру что-то мелкое. И потом очень удобно, если особенно несколькими работаешь. Я сейчас еще несколько заготовочек крашу. Вот это с розовой краской. То же самое. Можете посмотреть на канале, что я там творю. Вот, и мы сейчас сошкурим это мелкой наждачкой. Я подготовила полностью уже заготовочку. Несколько раз покрасила, зашкурила. И теперь переходим непосредственно к декупажу. Так, я подложу салфеточку. Так, моя карта. Промажу ПВА. И использую обычный ПВА. Клеим, собственно, нашу карту. Сейчас нам главное ее отцентровать. Так. Я уже пройду под разбавленным ПВА, потому что она должна у нас тоже разгладиться. И от центра к краю аккуратно я провожу, пропитывая ее, но не возя сильно. Все-таки вот контрольно ложу просто пакет и разглажу еще, выгоню лишнюю влагу
резиновым шпателем. Опять-таки от центра края. Вот так вот. Вот. Вот так. И аккуратно. Вот, теперь у нас идеально. Теперь она подмокла у нас. И я хочу вот эти вот убрать сразу края. Так оно будет легче потом шкурить. Особенно вот эти вот выемки. Потом очень трудно сошкурить. Так, выйдем сюда. Заготовочку я буду лакировать вот таким вот лаком ВКТ. На руки не смотрите. Делала другую шкатулку. Вот она. Заготовка для нее. Кстати, можно будет посмотреть. Тоже буду видео выкладывать. Или до, или после этого. Вот, в общем, вот этот лак. Но я его переливаю вот в баночку. Пойду. Мне так удобно работать. Я зашкурила вот тут вот все основательно. Краешки. И тоже лакируем. Бумага еще как это нежная, поэтому тоже аккуратно из середины в край мы идем. Не показала вам, как покрасила здесь. Не было света, ламп неудобно было включать. Но цвет мне не понравился, получилось так темно. Я решила все-таки подобрать вот такой вот сиреневый сюда цвет. Сделать светлее, поэтому я хочу, у меня чуть-чуть белой краски есть, и разводила для лаванды. Вот хочу попробовать такой нежно-сиреневый все-таки покрасить. Тут вам лайфхак: крашу кистью для макияжа. Вот такой лайфхак: крашу кистью для макияжа. Очень удобно. Во-первых, у нее есть искусственная щетина, ложится прекрасно. Вот, и вот в такие места очень удобно именно этим делать. Вот этой кисточкой очень удобно наносить, особенно вот в такие места, где надо ювелирное исполнение. Она плоская, и здесь тоже. Ну все, таким образом сейчас уже не буду вас время ваше тратить. На 2 раза пройдусь, там посмотрим. Вот часики все покрашены. Ну, мне нравится результат такой. Нежненькое получилось. Сейчас до конца еще подсохнет. И буду проходить лаком на 2 слоя. Потом только буду делать дымку вокруг. Вот часики у меня подсохли. И буду наносить слой лака. Помню, говорила нет. В общем, использую сейчас вот такой вот лак. Он матовый, но в чем его минус? Он потом на отлип, как это называется, в общем, долго липнет. Поэтому внизу, в нижние слои я буду использовать именно вот этот лак, а верхний слой уже буду покрывать лаком ВКТ. Позже вам покажу. Вот. Ну и хорошо. Все опять покрываем, потому что буду делать дымку. И там, в случае чего, чтобы мы могли подтереть. Вдруг что где не понравится. Так. Даже сейчас как палец прижимаю вроде к сухому, а он как будто бы прилипает. Абсолютно сухой лак. Пару дней назад лакировала. И все равно заметила, вот если изделие к изделию хранить, оно потом прилипает и может отодраться прям салфетка. Очень сильно. Ну вот, все высохло. Сейчас я хочу немножечко,
пройти сухой кистью, чтобы убрать вот эту яркость. И потом сделаю дымку фиолетовой. Еще приготовила такой трафарет. Думала как-то письмом сделать. Не знаю, подумаю, может быть, действительно как-то. Или сделать надписи, или все-таки вот лавандер, Прованс. А пока я взяла вот чуть-чуть белой краски, приготовила себе лист. Сейчас сделаю, чтобы видно было. И ее просто вот практически всю вытираю. И сухой кистью прохожусь. Чуть-чуть. Теперь обязательно приготовила мокрую тряпочку. Губочка, вот у меня она уже видавшая вида. Я обычно делаю так, чтобы макаем, чтобы уголки вовнутри были. И так, ну вот прошла еще разочек, уже вид. И все-таки я решила сделать тут надписи. По-моему, они тут очень даже неплохо будут смотреться. Как-то надо заклеить, так чтобы не все. И вот сюда сделаю, наверное, Прованс. Вот оно покороче, чем лаванда. Вот. Так, беру трафаретную кисть, центрую. Сейчас попробую не все, а как-то положить. Если что, тряпочка под рукой. Так, макаю, потираем. Так. И вот так вот. Вот здесь я сделаю розовую подложечку. Где она у нас? Я немножечко смещу. Вот так вот. Вот так. Все лишнее заклею сразу. Все. Мне нравится, когда моя работа нравится. Вот такая красота. Сейчас залакирую. И хочу сделать наброск, наверное, беленьким.
Часики у меня готовы практически. Осталось поставить механизм и задник сделать. Вот. Единственное, что я добавила с наружной стороны, это набрызг белой краской. Так. Сзади пока у меня вот так выглядит. Где-то основание у меня еще не совсем докрашено, но хочу сначала его поставить, приклеить, чтобы оно лучше держалось. А потом уже буду красить зад. Чуть-чуть еще тут подкрасила. И сейчас вот самое главное, вот это вот хорошо убрать, что его из-за стрелок не будет видно. Но если мы механизм с обратной стороны будем толкать, мы можем поднять салфетку. И она отклеится там, где нам совершенно не нужно, чтобы она отклеивалась. Так, поэтому я макетным ножом отрезала. И теперь буду ставить часовой механизм. Когда вы берете часовой механизм, вот еще надо смотреть на вот эти параметры. Там первый параметр это высота вот этого, ну то есть больше там это высота полностью вот этого штива, да, до стрелочек. А второй параметр это вот высота вот этой резьбы. И главное, чтобы у нас подошла резьба под заготовку. Если резьба будет меньше, то мы, соответственно, не сможем просто подставить часовой механизм. Вот это как бы самое важное при его выборе. Так. Немножечко, наверное, краска тут затекла. Тоже подковыряю. Оно есть? Потому что когда я брала, мерила. Так. Видите, у нас получилось как раз чуть-чуть вот то, что и надо. Так, сначала мы ставим шайбу. Потом мы затягиваем. Так, хорошо бы какой-то ключ. Сейчас поищу плоскогубцы. Все, больше не буду. Так, а теперь что мы делаем? Тут у меня от других еще часов остались. Так, это у нас секундная. Это у нас часовая. Так, первую мы ставим часовую. Так, сейчас у меня час ночи. Час 03. Поставлю на 5 минут. Так. Чтобы они за друг друга не зацеплялись. И секундную стрелочку. Смотрите, какая прелесть получилась. Я прям любуюсь. Мне очень нравится. Прям нежнятина и красота.